Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги. Здрасте. Бритье, бритье, бритье. И бритье непростое. Бритье. Вот каким будет само бритье, я еще не знаю. Я знаю, каким инструментом сегодня предстоит побриться. Возможно, со временем этот инструмент, который будет сегодня на обзоре, назовут дедушкой. Потом, возможно, может еще и прадедушкой. Но одно ясно, с него все начиналось. Вы на крупный план. Внимательно смотрите, что там да как. Ну а я начинаю. Предметы сегодняшнего обзора, а теперь обо всем по порядку, начиная вот с этой уникальной и очень интересной безделицы. Совсем недавно, вчера-позавчера, ко мне пришла бритва от моего тезки. Вот такая красота. Зацените, хлопцы. Я первый раз, как только его вытащил из коробки, просто крутил, вертел, наверное, минут 10, просто молчал, смотрел. Согласитесь, есть на что посмотреть. Подробности чуть позже, в начале характеристики. Сделан из титана. Финиш. Пескоструйка и голтовка. Общий вес изделия 63 грамма, головы отдельно 23 грамма. Ручка 40 грамм. При длине 90 мм и диаметр 12 мм. Длина головы 43,1 мм. Как вы понимаете, лезвие торчать не будет. Ну и как это в руки смотрится. Ребята, это просто великолепно. Так, все-таки сделаю чуть-чуть по общему плану. Первое, на чем себя поймал, это то, что очень удобно держать. Вот эта юбка, она сделана продуманно. Потому что когда, ну скажем так, вот точно не мерил, но баланс, я думаю, где-то в пределах 21-22 мм от головы. Поэтому, когда я держу здесь пальцы, голова чуть-чуть наклонена вперед, и вот смотрите, как она чуть-чуть отходит в сторону. То есть как бы преднажим уже обеспечен. Это Open Comp, трехсоставной станок. Сама голова. Ручка. Плита. Крышка. Крышка. По краям, вот теперь, наверное, уже подробно можно. По краям имеет вот такой небольшой скос. Внутри фиксаторы выполнены в виде цилиндров, завершие не в виде пули, а ровные, с умыслом, чтобы быть заподлицо с пластиной. Длина достаточно длинная. Каждый раз, когда я накручивал, скручивал ручку с непривычки после старта, мне казалось это бесконечно долго. Но потихоньку начинаю привыкать, точно так же, как быстро привык накручивать на старте. Нижняя плита. Посмотрите, как интересно сделано. Под ручку утопленность небольшая, и то место, где ручка при закручивании шкрябает по металлу, видны небольшие затертости, но на общую конфигурацию это никак не влияет. Утопленность все же есть. Если бы это был, допустим, массовый станок, при желании можно было бы сюда покласть колечко, и все было бы нормально. С торца посмотрите, как выглядит. Open Comp, как аккуратно и красиво сделаны зубья. Вадим все это сделал вручную. Он шутит, когда говорит, что все это выточил на напильнике. И все мы понимаем, что напильником такое сделать, но это практически невозможно. Но тем не менее, это все его работа. Ручка. Это второй вариант ручки. Первый вариант отличался кардинально. Чуть позже мы вернемся к этому вопросу. Этот вариант ручки, честно сказать, мне нравится больше. Чем же? Ну, во-первых, покорила сразу же вот эта юбка. То есть благодаря ей очень удобно и интересно держать. Хотя я еще и не брился этим станком. Шейка достаточно изящная, по длине пропорциональная, соизмерима с общей длиной 90 миллиметровой ручки. Ну и смотрится эстетически приятно. Насечка, которая выполнена на ручке, сделана не в попыхах, не абы как и не на отшибись, а посмотрите, по краям обрамлена такой канавкой, как бы
фиксирующие распространение этой накатки, и все соизмеримо красиво и пропорционально. Сама накатка великолепна. Со слов Вадима это не так уж трудно. Взял да сделал. Ну, я понимаю, да. Любой человек, который умеет что-то делать своими руками, так бы сказал, да, что там делать, взял да сделал, да и все. Но на самом деле это непростое, сделать красивую, хорошую накатку. Ну, лично для меня, скажем так, ну, вот единственное, до чего бы я сам докопался, но опять же это имховая, это полусфера на попенсе, потому что благодаря этой полусфере станок не поставишь, но с другой стороны мастер работал в общей композиции, здесь эта полусфера, учитывая все линии станка, но она напрашивалась сама собой, поэтому пенять за это мастеру, да ни в коем случае. Это просто вот моя такая вот маленькая как бы заноза, что ли, как камешек в ботинке. Здесь бы или вогнутость, или, ну, ровная смотрелась бы безобразно. Вогнутость лучше, нарушала бы композицию, но все-таки как-то давала бы возможность поставить на поппинс. Но вогнутость сделать тяжелее, чем выпуклость. И тут я тоже мастера понимаю, поэтому вопросов ноль. Просто ноль. Давайте соберем и посмотрим, как это будет смотреться. Сегодня я хочу взять два лезвия. Первое это Astra Platinum, потому что их посоветовал сам Вадим. А на подстраховку я хочу взять спутник, на всякий случай, мало ли там вдруг что не так, и поэтому тут же его и вытащу. Со слов отца, родителя этого станка, это среднеагрессивный станок. Как раз на мою беду это не моя любимая тема. Среднеагрессивные станки для меня попандос. Тем более это интересно. Вот видите, помните, я говорил, что длина штифтов рассчитана и почему она не пуля. Все продумано. Человек делал для себя. Сделано было всего два станка. Один он подарил. Тот, кому подарил, короче, не мое это дело. Так вот, смотрите, как все аккуратненько. Ни звука, ни пука. Видите как? Ну и вылет. Вот сегодня этой 63-граммовой красотой и побреемся. А поможет нам. Тут я, парни, в засаде, потому что выбрал сегодня крем, который прислал Дмитрий Долбанов, за что ему огромное спасибо, город Москва. Крем называется Redken Brews. Из описания на официальном сайте на русском языке я так и не понял, он пенится, не пенится, потому что в графе применения там написано просто нанесите на лицо и потом смойте. То есть, по сути, они описали работу pre-шейва. Здесь же написано shave cream. То есть, вот для меня сейчас загадка. Это pre-shave, это крем для бритья, который нужно нанести, а потом бритвой снимаешь и умываешься. Или это все-таки то нормальное, к чему большинство из нас привыкло, и нужно сбивать по мазкам. Поэтому, на всякий случай, я взял своего вот такого роскошного красавца, который подарил Андрей Бас. Спасибо ему огромное. Прям прям сколько месяцев уже прошло, все добрым словом вспоминаю. И будем пытаться работать этой штукой Дмитрия Долбанова. Что это такие? Вообще вот эта вот компания, она работает не только, вернее, по большей части, она работает все-таки для женщин. Для мужиков у них там есть некая ветка, и вот они там тоже делают. Конкретно вот это, насколько я понимаю, было произведено под вдохновлением пива. То ли он его понюхал, то ли посмотрел, то ли замахнул, то ли посмотрел, как оно на кого-то там действует, я не знаю. Ну, короче, смысл. Здесь кунжутное масло в составе этого крема, оно и все остальные компоненты, которые там есть, оно при применении размягчает верхний наружный слой нашего эпидермиса, делает его упругим, делает его увлажненным и помогает спокойно бриться, вплоть до того, что даже человек с нежной кожей может себе позволить вот эту вот штуку. Как бы позволяет минимизировать все отрицательные моменты воздействия бритвой. Вот, наверное, вот так вот будет правильно.
Про мазок я уже сказал, а что касается стоимости, ну вообще он под косарь где-то примерно. А сейчас у них там, насколько я понимаю, скидка, поэтому это можно купить все там за 700 с копейками. Сейчас тут где-то скриншот наверняка появится. Э, Надо это, не надо, интересно это, не интересно, ребят, не пробовал. Вот сейчас вот вместе с вами и попробуем. Ну а камешек и автошейв, это все как обычно. Там камешек стандартный, а автошейв, хочу попробовать еще одну штуку, поэтому вам пока это не интересно. Все, пошли бриться. Во первых строках своего сообщения хотел принести вам свои извинения, потому что сейчас, сидя на компрессе, я думал о возможном риске. Я позиционировал вот это мыло как новинку сегодня, вернее крем для бритья от Долбанова Дмитрия, город Москва. Но потом подумал, неизвестный станок и неизвестное мыло, зачем? Зачем мешать все это вместе? Тем более станок важный для меня. И решил к старому доброму вернуться, чего уже не было бог знает сколько времени. Это раритет. Сейчас такой уже, насколько я понимаю, не выпускают. Так что возьмем мыло КД, крем мыло КД. Чуть-чуть намочил. И... О. Ну, сами понимаете, такой дурмашиной в чашку залезть, она, конечно, будет шкрябать. Ну, ничего криминального. Набрали очень быстро. Сейчас на лице что-нибудь там устроим. Так, водички чуть-чуть. Сыкотно. Сыкотно и трепетно, я вам скажу, ребята, потому что не знал, говорить, не говорить, но, пожалуй, все-таки скажу. По образу и подобию вот этого станка мы с Вадимом просидели, я уж не знаю, там полмесяца, месяц, полтора, два, Вадь, сколько, я уже не помню. Короче, рисовали новое изделие под кодовым названием ПК автограф. И это изделие будет с 3 плитами. Там с легкой руки Вадима изменена только геометрия. Он хочет сделать, вернее хотел сделать этот станок еще мягче, чем он есть на самом деле. Ну вот, собственно, вот этим и занимались. Сделан он в 2 вариантах. Один вариант 3 плит, это будет, как знаете, как обычно, как вот на Роквеллах и прочем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, к примеру, да? А второй вариант, это 1, 4, 2, 5 и 3, 6, скажем вот так. Это условно, вот такая разгоповка. Мы там, ну не поругались, конечно, но так крепко поговорили на эту тему. Почему? Не буду говорить, кто за какую. Объясню лишь. Тот человек, кто предложил 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну как бы по накатанной, да, вот так принято. А тот человек, который говорит, что 1, 4, 2, 5 и 3, 6, ратует за то, что вот смотри, вот, допустим, человек возьмет 1, 4, да, а ну как его устроит. Ему уже все остальные нафиг плиты не нужны, потому что 1, 4 у него будет как мягкая, так и агрессивная. То же самое 3, 6. Ну, тот, кто любит, знаете, так погорячее. И все. Это просто сведет продажи к минимуму. Ну, в смысле как, покупки к минимуму. Людям нужно будет меньше потратить денег. Не надо будет им всю обойму закупать. Фанаты, да, возьмут всю обойму. Но простой человек, которому просто бриться, нафиг ему там 100-500 плит собирать. Он взял одну и все. Вот на эту тему мы поспорили. За какой вариант я тоже не скажу. А вот вас хотел бы озаботиться на эту тему. Сейчас где-то здесь наверняка будет опрос. Я выставлю первый вариант. Это стандарт, как у Роквелла с 1 по 6. И второй вариант. Это 1, 4, 2, 5, 3, 6. Так вот, в вашем понимании, в вашем видении, какой вариант интересней? Первый, обычный, или второй, необычный? Вот очень было бы интересно послушать ваше мнение. Так, ну что, с Богом, приступим, помолясь. Не зарежешь?
Я, конечно, извиняюсь. Ребят, вы уши заткните, я сейчас с Вадимом. Вадь, мы, по-моему, с тобой 1,5 месяца херней маялись. Зачем его мягче делать? Он и так классный. Ну, посмотрим, не будем забегать. Юбочка, которую я так восторженно и трепетно полюбил с самых первых, вот как вот я его схватил в руку, так и отпускать не хотел. Так вот она, вот чуйка сработала. Юбочка здесь просто вот так вот прямо. Очень, очень интересно его попробовать на чем-то более бодром, чем зеленая астра. Но не стоит забывать, что Вадим его определяет как станок средней агрессивности. Здесь стоит зеленая астра. Я изначально рисковал. И рисковал всем. Потому что именно зеленая астра в 89-й главе Эру Мюлля, R89. А для меня это станок средней агрессивности. Это единственный станок, в котором зеленая астра не играет. В 41-й главе даст фантастиш. HD34 просто beautiful. Как только ставлю 89-й, все, попандос. Взрыв мозга, кровавая каша, и все, Иванов не умеет бриться. Да, 89-й зеленый астр, я не умею бриться. Для меня это просто опа, полная, вынос мозга. А здесь бреет. О, вот поэтому тоже я ссал. Ну, как видите, напрасно. Так. Так, еще водички чуть-чуть. Если вы хотите мягкой, безысходной, нескончаемой неги, вот этот помазок ваш. Ух ты! Угу. Ну пока вот. Видите, да? Как? Угу. Ну и заключительный третий проход. Ну, давай, красавчик, поставь точку.
озвучка великолепна. Просто великолепно. Здесь уже и выбивать нечего. Ну вот здесь все-таки вот тогда. Всё. Ребята, чешуеть. Угу. Хорошо. Хорошо. Я вот сейчас на компрессе-то сидел, и вот все мысли, которые были, это что за пипи вот тут должно быть? Что за руки у человека, чтобы сделать такое своими руками? Вот что? Красавчик. Просто красавчик. Мы вместе с Евгением, когда смотрели вот на все это, там эпитеты, которые не принято в культурном обществе вслух говорить, просто высыпались. Это вот так сделан этот станок. Великолепный внешний вид, великолепное качество изготовления, великолепный финиш, великолепный баланс. Это просто законченное, вылизанное до последней масипуськи, тютельки произведение. Просто охренеть. И бреет соответствующе. Вот я этот станок практически люблю. Мне вот в нем не хватает только одного. Я хочу в него поставить или Пол Сильвер, или КАИ, или что-нибудь такое, чтобы посмотреть пограничное его изменение его характера. То есть, ну вот со средним мягким лезвием мы его сейчас посмотрели, а вот хочется поставить вот тот же КАИ, к примеру. Поэтому я дам Бороденке, наверное, денька 3-4-то вырасти, и вот, ну, может быть 3, чтобы сильно-то кожа не отдыхала, и побриться. Офигеть, Вать, прям от души, респект и уважуха. По поводу того, что ты в той новой модели, которую мы с тобой нарисовали, решил его сделать мягче, без комментариев. Если тот при всей его разгоповке будет еще мягче этого, я даже думать боюсь, что это будет. Это, наверное, будет взрыв какой-нибудь такой. И все. Охренеть. Просто охренеть. Ну вот. Вот. И это на зеленой астре. Средний агрессивный станок. Правда, вот этот станок я не воспринял как среднеагрессивный. Ты будешь что-нибудь там? А, вот все пошло. Порать тоже не дает. Легкая, как вот. Никаких алунитов, вообще ничего не надо. Хорошо. И быстро сохнет, зашибись.
По большому счету сегодня-то говорить больше не о чем. Все остальное вы уже видели не единожды и знаете. Одно хочу сказать. Если все-таки звезды улыбнутся и повезет найти производителя, то мы это запустим. Запустим в серию. Этих производителей я ищу уже несколько месяцев. Наклевываются, ведем переговоры, кто-то срывается, кто-то приходит новый, снова ищу, снова наклевывается. Естественно, ситуация за все это время меняется. Иногда получается так, что вот один раз было, вот производитель был, а финансирование у нас в этот момент было швах, потому что все, что было, вложили в производство. Ходили, вон последний сухарь без соли доедали. Ну, не так, конечно, ну, денег просто не было. Вот, допустим, чтобы, ну, более-менее нормально вот это вот было на рынке, первоначальная партия должна где-то упираться, ну, где-то в 2,5-3 ляма. Вот так. Ни у кого там не завалялось на сегодняшний день лишние 2,5-3 ляма? Нет? Ну вот и у нас нет. Поэтому, нет, можно, конечно, и с меньшей суммой, но и станок будет стоить соответствующе. Поэтому вот. Очень хочу довести это до логического завершения, потому что, на мой взгляд, этот станок этого стоит. Это мало того, что это сам по себе рабочий, очень годный инструмент. Это еще один инструмент еще одного русского человека. Еще. Уже третий получается. Или какой там. Сколько нас уже русских, кто тэшки делает. Ну, серийно получается второй, да. Да, там, если, допустим, брать, то там мелкосерийка, вы понимаете. Так что, ребята, тешу себя надеждой, что все-таки найдем этого производителя, у нас это сдвинется с мертвой точки. А когда я смогу показать всем вот такой серийник, ну вот тогда-то вы поймете то, что я испытывал сейчас. Ну, до этого еще дожить надо, не будем забегать, потому что прежде чем вот нашли, да, там же будут пробные изделия, мы их испытаем, возможно, что-то захотим поменять в ту или иную сторону. То есть там вот еще, знаете, письмами по воде Вилина и бабка надвое сказала, то что тут еще, знаете, долгий путь нужно пройти. Но любой долгий путь начинается с первого шага. Он сделан. Вадим специально прислал этот станок, чтобы я хотя бы примерно представлял, как вот будущее изделие будет брить. Так что вот. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай вам всегда-всегда будет хорошо. Вам всегда-всегда везет с понедельника по пятницу. А суббота-воскресенье просто не в минус, а нейтраль. Так вот, знаете, вот все. И ноги на диван, позом кверху и тренируете своего четвероногого друга, который диван называется. Ну а с понедельника пускай опять везет. Ну все, пока-пока. Подписывайтесь на канал.